Мы продолжаем. Доклад на тему «Травмы голеностопа и юный спортсмен» представляет Анжела Эванс, Австралия. Well, thank you very much, everyone. I trust you've had a nice lunch and a good, strong coffee to keep you awake. Так, ну что же, всем спасибо, что пришли. Надеюсь, вы хорошо пообедали, выпили крепкого кофе и спать не будете. Actually, it's me that needs the strong coffee. Честно говоря, мне сейчас не помешала бы чашечка крепкого кофе. Because my body is telling me that now it's 11 o'clock at night. Потому что тело мне говорит, что ты тут делаешь, потому что уже 11 ночи. So, anyway, Но как бы то ни было. this afternoon we're going to talk about ankle injuries in young athletes. Значит, теперь мы будем говорить о травмах голеностопного сустава у молодых спортсменов. And I'll try to coordinate this so that I can give you a little outline as to what we're going to Так сказать, я discuss. попробую все это немножко координировать, чтобы у вас было представление о ходе лекции. То есть есть план лекции, в каждом разделе будет выделено жирным шрифтом то, о чем пойдет речь сейчас. So we'll really start by talking about why do we bother about ankles? Начнем разговор с того, что зададимся вопросом, от чего, собственно, беспокоиться о голеностопных суставах. We'll have a very quick anatomy review just to get you focused. Мы очень коротенько повторим анатомию, просто чтобы сакцентировать внимание. I've pragmatically divided ankle injuries into what I call zones or regions. Я так прагматично поделила травмы голеностопного сустава на травмы по зонам или по отделам. And then I've got just one case example to share with И you. один клинический случай, которым хочу с вами поделиться. And as you will have gleaned from me this morning, И, как, надеюсь, вы уловили у меня сегодня утром, I will talk about the evidence for management of ankle injuries. я поговорю о состоянии доказательной базы, на которой можно основываться в ведении пациентов с травмой голеностопного сустава. Using that hierarchy model of best evidence to less То есть будем strong использовать evidence. иерархию доказательности от наиболее надежных источников к наименее надежным. And at the end, we'll make some specific comments about younger ankles versus older ankles. Ну а потом, так сказать, сравним более молодые голеностопные суставы с более возрастными. So, back to the first point. Why do we bother about ankles? Ну что же, самое первое. Чего вообще беспокоиться о голеностопных суставах? Well, as you can see, the ankle is the second most common injury across all sports and all activities. Значит, надо сказать, что травмы голеностопного сустава стоят на втором месте не только в спорте, но и во всех остальных видах деятельности. With an ankle sprain being the singly most common sporting injury. А самой распространенной травмой в спорте является травма связок голеностопного сустава. Повреждение связок голеностопного сустава. Now, somewhere around 80 to 90% of injuries involve the lateral ankle ligaments. As we know. Значит, примерно 80-90% этих повреждений составляют травмы латеральных связок голеностопного сустава. Now, this is particularly so in adults and particularly the anterior talofibular ligament. Ну и, конечно, очень страдает передняя таранно-малоберцовая связка. Это очень хорошо видно у взрослых спортсменов. But we need to consider the other ligaments around the ankle. Но это не значит, что если одна связка повреждается часто, не надо обращать внимание на все остальные связки в этой области. But more particularly in children, we need to continue the greater likelihood of bone injuries. Более того, если у взрослых мы в большей степени обращаем внимание на травмы связок, то у детей риск костных травм и костных повреждений весьма высок, об этом нельзя забывать. So as a comment with an ankle injury, Ну и уж раз мы говорим о травмах голеностопного сустава, adults tend to injure the ligaments в качестве общего замечания скажу, что взрослые, как правило, травмируют связки, and children are more susceptible to injuring а the дети bony structures. более восприимчивы к травмированию костных структур. Now, after a lateral ankle injury, ongoing instability is really common. Зачастую после повреждения связок голеностопного сустава сохраняется нестабильность связок. With 74% 4 years post-injury. So it's an ongoing 74% таких проблем отмечаются в период по истечении 4 лет после травмы. and some sports are predisposed, Ну, а as you can некоторые виды see. спорта в большей степени предрасполагают к таким травмам. But importantly, in children, ankle and foot fractures Очень важно, что у детей переломы голеностопного сустава и костей стопы account for some
10 to 12% of all pediatric fractures. Составляют примерно 10-12% всех переломов, известных в педиатрии. So just as we said this morning that presentations that are musculoskeletal То есть, по сути, все те картинки, которые нам кажутся костно-мышечными, ну или являются по определению, по начальному определению костно-мышечными, in adults most commonly involve the back, у взрослых, как правило, вовлекают спину, and in children most commonly involve the foot, а у детей стопу. and often fractures of the ankle. Сюда же включаются достаточно частые травмы в виде переломов голеностопного сустава, костей голеностопного сустава. So with those introductory comments, we'll move on to this. Ну и вот после такого небольшого введения пойдем дальше. So we'll move on to a very quick review of the anatomy. Краткий анатомический обзор. And clearly someone's done some nasty damage to themselves here. Видите, кое-кто постарался, такое с ногой сделал. So really, let's go back to the basic bones. На самом деле, давайте вернемся к базовому знанию, к костям. So the ankle really is tibia, fibula and talus. Что такое голеностопный сустав? Это большеберцовая, малоберцовая кость и таран Over the top of the calcaneus. на пятке. Okay, so it's that complex that Вот весь comprises этот the ankle. комплекс, который на самом деле мы имеем в виду. And the foot really needs to be regarded as an inferior platform for both stance and И gait. стопа на самом деле является фундаментом для обеспечения и опорной функции, и функции ходьбы. So remembering that the ankle itself, the talocrural joint, То есть фактически речь в данном случае идет о собственно голеностопном суставе. is involving a bone here, the talus, Таран, which has no muscular attachments не at all. имеющий ни единого мышечного прикрепления. So very important thing to be appreciative of. Очень важно, чтобы это было принято во внимание и не забыто. So as we know, the ankle is held together by the ligaments that I've mentioned, the lateral ligaments, То есть на самом деле целостность сустава поддерживается связками, которые уже были упомянуты, латеральными связками голеностопного сустава. so the most commonly injured anterior talofibular ligament, Значит, передняя таранно-малоберцовая связка повреждается чаще всего. calcaneofibular ligament, Пяточно-малоберцовая связка. so this is on the lateral side, И та, и другая по латеральной поверхности сустава. and moving posteriorly the posterior talofibular ligament, Задняя таранно-малоберцовая связка по задней поверхности. and then medially the very strong band of the deltoid. И медиально достаточно сильный связочный тяж, который называется комплексно-дельтовидной связкой голеностопного сустава. And anteriorly we shouldn't forget the joint capsule. И нельзя забывать о том, что спереди есть капсула сустава. If we look at the syndesmosis, Ну а теперь обратимся к синдесмозу. so now we're talking about the juncture between the tibia and the fibula in particular. То есть фактически мы сейчас говорим о сочленении большеберцовой и малоберцовой костей. So here we're looking at the anterior inferior tibiofibular ligament, Вот это передняя anterior inferior tibiofibular, передняя, нижняя большеберцово-малоберцовая связка. okay. Then we'll go to the posterior Задняя, inferior нижняя, tibiofibular, большеберцово-малоберцовая связка. and above which, again between tibia and fibula, А сверху, тоже между большеберцовой и малоберцовой костями, but deeper and shorter is the только она глубже transverse, и короче, поперечная связка сустава. and of course the interosseous Ну и, ligament. конечно, межкостная связка. So that provides a lot of stability and needs to be considered for those more Все proximal это ankle injuries. вместе обеспечивает стабильность сустава и, конечно, при рассмотрении проблем не может игнорироваться. Medially too, I've mentioned the very strong deltoid Помните, я уже ligament. сказала, что медиальный сустав удерживается в целостности очень сильным прочным комплексом дельтовидной связки. But remember that below the deltoid, running round the medial malleolus, is the neurovascular bundle. Но помните, что вот здесь ниже, вокруг лодыжки, проходит нейрососудистый пучок. То есть ниже связки, вокруг огибая лодыжку. And very relevant for pain in this region is the posterior tibial nerve. И задний большеберцовый нерв является той самой структурой, которая зачастую ответственна за болевые ощущения у пациентов. With its distributions posteriorly into the heel, А он дает дистрибуцию к пяточной кости,
and anteriorly into the arch of the foot. А кпереди в направлении свода стопы, то есть иннервирует структуры свода стопы. So the notion of tarsal tunnel Поэтому само понятие тарзального туннеля symptoms needs to appreciate these structures on that medial должно aspect. быть оценено по достоинству. То есть нельзя забывать о тех структурах, которые формируют зону медиального свода стопы. So very quickly here, Ну и коротенько. okay, very quickly we'll just look at the main muscles around the ankle. Основные мышцы, которые имеют отношение к голеностопному суставу. You can see that the picture shows very clearly the triceps surae. Вы смотрите, насколько хорошо, четко показано в мышце трицепса. Трицепс голени. Made up of the overlying large gastrocnemius pair Значит, пара головок икроножной мышцы, and underneath the smaller soleus, небольшая камбаловидная мышца. and of course both of which track into the Achilles tendon Ну и, конечно, обе мышцы, которые постепенно сухожилиями перетекают в ахиллово сухожилие, and then attach to the calcaneus. прикрепляясь к пяточной кости. But of course what we're missing here Ну, конечно, чего не хватает? are particularly the important supinator muscles, tibialis posterior and anterior. Не хватает тибиалис posterior и anterior, передней и задней большеберцовой мышцы, с точки зрения обеспечения функции супинации стопы. Which in the case of anterior attaches to the medial cuneiform, Если говорим о передней, то она прикрепляется к медиальной клиновидной кости, first metatarsal base. к основанию первой плюсны, And in the case of tibialis а posterior, когда речь идет о задней большеберцовой, attaches primarily to the medial eminence of the navicular, она прикрепляется к медиальному выступу ладевидной кости главным образом. and then invariably then courses underneath the Но потом arch of the foot проходит под сводом стопы to attach to the bases of the и metatarsals. прикрепляется к основаниям костей плюсны. Laterally, of course, we have the peroneal pair, Ну, латерально, конечно, нельзя забывать о паре малоберцовых мышц, supplemented by peroneus tertius. но и в качестве добавочной мышцы надо упомянуть третичную малоберцовую. And then, as you know, our long and short extensors Ну и, конечно, вы хорошо знаете о наличии длинных и коротких разгибателей and long and short flexors и of коротких и the, длинных digits. сгибателей. Okay. And there can be various accessories to the muscles, which we'll discuss as well. На самом деле, конечно, есть целый ряд добавочных мышц, но о них отдельным разговором. So accessory ankle muscles are important because they're often involved in pain that doesn't resolve. Добавочные мышцы очень важны с точки зрения возникновения неразрешающейся боли. I'm really only going to concentrate on the three that are in bold for you, Мы с вами обратим внимание на основные три. and particularly the accessory soleus, Вот камбаловидная добавочная мышца. which makes up approximately 5% of ankle Ответственно accessories порядка за 5% боли в области голеностопного сустава. and is bilateral in only about 15% of cases, Только в 15% случаев она присутствует билатерально. but often associated with compartment syndrome. Зачастую ассоциируется с синдромом мышечных отделов. It's not compartment syndrome, but the symptoms can be То quite есть на самом similar. деле это не синдром мышечного отдела, когда боль возникает в связи с добавочной мышцей, но симптомы очень похожи, зачастую одно принимается за другое. It seems to be particularly apparent in teenage males, Как правило, наличие мышц отмечается у мальчиков подросткового возраста, who are involved in sport quite heavily, которые достаточно активно занимаются спортом. and is quite highly associated with Achilles tendinopathy. И наблюдается очень высокая ассоциативность с тендинопатией ахиллова сухожилия. So it's an anatomical variant that seems to be То есть фактически aggravator. это та самая анатомическая вариабельность, которая может быть ответственна за болевую симптоматику. What's important about the accessory soleus is that it's the only one superficial to the aponeurosis. И надо сказать, что это единственная добавочная мышца, которая располагается поверхностно относительно апоневроза. Another accessory to think of is the fourth peroneal, the peroneus Еще одна, cauchus. четвертая малоберцовая. And most of Еще одна добавочная мышца. most of these consist of the peroneo-calcaneus externum, Значит, вот, кажется, следующий состав этой мышцы. Это малоберцово-пяточная наружная,
with these other variants less Ну и с common. другими вариантами, так сказать, которые перечислены на слайде. And then in turn, a variant of the fourth perineal И в качестве варианта уже этой мышцы is the flexor digitorum accessorius longus. можно назвать добавочный длинный сгибатель пальцев. And what's important about that singly is the most common ankle accessory muscle. То есть на самом деле это наиболее часто встречающаяся добавочная мышца, ассоциированная с голеностопным суставом. Вот и все, что про эту мышцу надо сказать. And again can be involved in presentations of tarsal tunnel pain that just don't resolve. Но, кстати, тоже именно эта мышца ответственна за ту самую боль, которая похожа на боль при тарзальном туннеле, только боль не разрешающаяся при помощи лечения. So in presentations of unresolving tarsal tunnel, То есть в том случае, symptoms, когда не удается разобраться с проблемами боли при тарзальном туннеле, part of your differential assessment как часть диф-диагностики, really should include some of these примите во accessory внимание muscles. возможное наличие перечисленных добавочных мышц. So there's a really nice little algorithm Ну и вот такой чудесный небольшой алгоритм, that's useful in terms of trying to work out which accessory you might be looking at. который достаточно удобно можно использовать для дифференциации того, о какой добавочной мышце, может быть, идет речь. So going by where the problem is, lateral or medial, Значит, сначала задаемся вопросом, где проблема, латерально или медиально. really helps to direct you. И тогда уже следуете по направлению. If we're talking lateral, it's going to be one of the perineal cautious variants. Если, так сказать, ответили... That was lateral. Yes. Если латерально, тогда смотрите добавочные мышцы как один из вариантов четвертой или четвертичной малоберцовой. And then if we're talking posterior or medial, Если речь идет о задних или медиальных отделах, if it's superficial, remember it's likely to be the accessory soleus. поверхностно это добавочная камбаловидная, And further deeper is А most глубже? likely to be this one. Remember, the most common ankle accessory. скорее всего, та самая мышца, которую мы называем наиболее часто встречающейся добавочной мышцей голеностопного сустава. And then according to location, Ну и дальше уже по локализации можете отдифференцировать, с чем имеете дело. these less common То есть variants. там уже более редко встречающиеся варианты. So that's a very helpful algorithm to have in your clinic Вот такой полезный алгоритм, который можно использовать у себя в клинике. when you've got unresolving tarsal tunnel-like В тех случаях, symptoms. когда встречаетесь с тем, что по симптомам напоминает синдром тарзального туннеля, но проблема не разрешается в ходе лечения. And you're trying to work out which of the accessories you may be И вот dealing тогда with. пытайтесь понять, с какой добавочной мышцей вы вполне возможно столкнулись в данном конкретном клиническом случае. All right, so now we're going to talk about what I've devised for you as the zones of Но теперь о ankle том, joint что я injuries. для вас представила в виде зон травм. Okay, so according to the location of the То injury, есть по локализации травмы the likelihood to consider really can be вероятность того, что следует принять во внимание, the likelihood of a specific injury really can be то есть вероятность looked at by location. специфических травм можно определять по локализации. So on the lateral side, which is where we see most ankle injuries, Значит, латерально, где как раз больше всего и повреждаются связки голеностопного сустава, as well as the ligament sprains, при том, что могут быть повреждения самих связок, we can have tendinitis of the perineal muscle может groups. быть воспаление сухожилий малоберцовой группы мышц, There may also be dislocation or tear of the retinaculum, возможно дислокация или разрыв ретинакулюма, то есть удерживателя, or adjacent to that, symptoms through the sinus tarsi. или могут быть проблемы синуса тарана. But in adults, by far the most common structure injured on the lateral side Но надо of the сказать, что у ankle взрослых чаще всего прочего по латеральной поверхности голеностопного сустава is the anterior talofibular ligament. травмируется передняя малоберцово-большеберцовая связка. Ой, Talar. таранно-малоберцовая связка, простите. It's worth considering the fracture of the base of the fifth metatarsal, Есть смысл принять во внимание риск травмы основания пятой плюсны. and it's really important to understand that not all fractures
of the fifth metatarsal are the same. И надо очень хорошо уяснить для себя, что не все, так сказать, травмы, не все переломы 5 плюсные одинаковые. There has to be an increased suspicion of non-union Надо иметь в виду, что у вас есть риск несращения of fractures that are at around the 2 centimetre mark from the base. тех переломов, которые находятся примерно на расстоянии 2 сантиметров от основания кости. These are often known as Jones fractures, Их часто называют переломами Джонса. and they disrupt the blood supply Они страшны тем, что они нарушают кровоснабжение. such that non-union is likely. И поэтому, так сказать, несращение весьма вероятно. And hence it's often better to actually have these openly reduced and fixated. То есть фактически в этих случаях уже требуется более серьезное вмешательство для того, чтобы стабилизировать зоны перелома. And again, in younger cases, so in children aged between 8 and 14, Но если речь идет о детях в возрасте от 8 до 14 лет, we need to be aware of the osteochondrosis of the base of the fifth metatarsal, нужно помнить о риске остеохондроза основания 5 плюсневой кости. which is a transient condition with aggravation of the peroneus. То есть это brevis. приходящее состояние, которое провоцируется напряжением группы малоберцовых мышц. Just to complicate things further, Ну и чтобы еще более усложнить всю картину, in about 1% of cases, there's a normally occurring accessory bone there, скажу, что в 1% случаев возможна костная аномалия, which is called the os vesalianum, которая называется осфатилианум. and it's often confused with a fracture of the base. То есть наличие костной аномалии зачастую принимается за зону произошедшего перелома. On the medial side, По then, медиальной поверхности, which is generally less injured because of the strength of the deltoid поскольку ligament. дельтовидная связка очень прочная, то медиальная поверхность сустава травмируется реже. The worst, or one of the worst conditions, Но really одним из наихудших, самых неблагоприятных состояний is dysfunction of the posterior tibial muscle, является дисфункция в задней большеберцовой мышце. because it can be a difficult condition to treat, Потому что лечению поддается сложно. and if the tendon degenerates, А если сухожилие поврежденной мышцы начинает дегенерировать, it can have significant long-term то consequences. отдаленные результаты оказываются очень неблагоприятными и весьма стойкими. There may also be tendinitis of the long hallux flexor, Значит, возможно воспаление сухожилия длинного сгибателя большого пальца. and you can read a lot of these, Но на but самом деле все это вы можете почитать самостоятельно. I do want to draw your attention to the accessory navicular, Но мне хотелось еще привлечь ваше внимание bone, к добавочной ладевидной кости, which occurs in sort of 8 to 10% of the population, которая наблюдается у 8-10% населения. and it can be united to the main body of the navicular or not. Причем возможно сращение этой добавочной кости с телом основной ладевидной кости стопы. And whether that union is fibrous or cartilaginous or bony, А уже в зависимости от того, каким бы ни было это сращение, будь оно волоконно-хрящевым, будь оно костным, будь оно often determines the prognosis. еще каким-то, обязательно, так сказать, надо принимать во внимание наличие этого состояния с точки зрения прогноза развития заболевания. The little cartilaginous bars between the main body of the navicular and the accessory На самом деле, вот эта хрящевая прослойка между основной ладевидной костью и добавочной are the ones that are most likely to be symptomatic. И создают предпосылки для симптоматичного течения заболевания, если можно так сказать. So anteriorly now. Теперь спереди. Is that anterior? Yeah. It is. Yeah. Oh, good. The thing to be on the lookout for are talar dome lesions, Значит, во-первых, здесь надо обращать внимание на поражение купола тарана, particularly with forceful impacts. особенно если была, так сказать, силовая травма. And then we'll go through the rest quite quickly. Но остальное мы прочтем достаточно быстро. And posteriorly, Сзади we need to be aware of tendinosis or tears of the Achilles или tendon, надрыв, или тендиноз ахиллового сухожилия,
And again, in children, we need to be aware of the transient osteochondrosis. И опять приходящий остеохондроз у маленьких детей, ну или у детей младшей возрастной группы. So it occurs at exactly the same age band as Island's at the 5th. Обратите внимание, вот тогда же, в том же возрасте, когда мы говорим о поражении основания пятой плюсной, So usually, возникает и это состояние. between ages 8 and 14. То есть это возраст 8-14 лет. But we must remember that these are usually transient Но надо conditions. помнить, что когда речь идет о детях такого возраста, как правило, все эти состояния приходящие. This is very commonly occurring Это на самом деле мы наблюдаем часто, очень часто. and can interrupt a young person's sporting participation. Зачастую детям приходится даже отказаться от спорта. But we really need to manage it and keep them active. Но это не значит, что ребенок должен утратить всякую активность. Активность ребенка нужно обязательно поддерживать. Very rarely is it a reason to stop. То есть очень редко эти перечисленные состояния являются причиной для прекращения занятий спортом. And then more proximally, we need to be aware of the possibilities of the syndesmosis injuries. Ну и, конечно, более проксимально надо иметь в виду риск синдесмоза, травмы синдесмоза. And then finally, just be on the lookout for these, Ну и так уже, так сказать, дополнительно на всякий случай, по ходу дела. and particularly more complex pain conditions Более сложные болевые состояния, and more complex более fractures, сложные переломы yes, and also green stick fractures in younger и bones. переломы по типу зеленой веточки у молодых. And in the early teens, sometimes coalitions of the tarsal bones, В раннем подростковом периоде коалиция костей предплюсная. most commonly between the talus and the calcaneus, Зачастую коалиция между тараном и пяточной костью, or the calcaneus and the navicular. или пяточной и ладьевидной. They're usually quite easy to spot clinically На самом деле они легко выявляются клинически, because there is dramatically reduced range of motion. потому of что the joints. существенно уменьшен объем движения при таких состояниях. So I hope this shows you that we're dealing with a complex area. Надеюсь, что я сумела доказать вам, что мы имеем дело с очень сложно устроенной частью тела, That's highly prone to injury, которая весьма склонна к травмированию. and injuries that can have long-term impact. Причем происходят такие травмы, которые лечатся долго, то есть несут в себе долгосрочные последствия. But if we have good anatomical knowledge, Но если мы хорошо знаем анатомию, then we can diagnose most accurately то диагностика будет точной или по большей части точной. and institute best treatment. Ну и тогда лечение тоже будет соответственным. Okay. So I'm going to try to give you just one case example. Попробую now. представить вам клинический случай. Okay. All right. So this is a young girl I saw last year, Значит, молодая девочка, которая наблюдалась у меня весь прошлый год, and she's a netball player она играет в нетбол, and was injured at training. повредила ногу на тренировке. And it's always good to ask how it happened. Всегда есть смысл задаться вопросом, как это случилось. Какой-то вопрос, что-то не так? Нетбол? What is a netball? Oh, netball. So we Russian people tend to think that netball and basketball are same thing. Except you're not allowed to bounce the ball. На самом деле в переводе netball это мяч и сетка. То есть наши люди привыкли думать, что это баскетбол. Это тот же самый баскетбол, но нельзя набивать мяч о землю в нетболе. And very importantly, for this injury, it's one of the rules of netball. И, кстати, с точки зрения этой травмы, хорошо, что вы задали вопрос. Важно знать, Is once you catch the ball, что в нетболе стоит поймать мяч, you can only make one step. ты можешь сделать только один шаг с мячом в руках. So if you're running very quickly, То есть если ты бежишь очень быстро, чтобы мяч поймать, and you have to stop в момент, very когда ты suddenly, его поймал, ты должен очень резко остановить движение, прекратить движение. you can imagine there's a lot of momentum. То есть представьте, в момент сил еще действует. And what happened with this girl А что с этой девочкой случилось? is that she landed in about this То position, есть она приземлилась на ногу примерно вот в таком положении. and her opposition came and stood on her foot. А соперник напрыгнул ей на стопу, встал на ногу ей. And she's still moving forwards. А она еще продолжала по инерции движения вперед, So a massive injury to the ankle. поэтому очень сильная травма голеностопного сустава.
and an actual dislocation of the talonavicular joint. На самом деле настоящая дислокация, то есть настоящий вывих в подтаранном, в подтаранном суставе, в таранно-пяточном. Okay, so of the talus from Тарана. Господа, не путайте меня, я сама запутаюсь. Очень легко и с большим удовольствием. out that way. Yeah. Тарано-ладевидный. So a nasty injury, Но на самом деле очень неприятная травма. but no fractures, Без перелома. but obviously damage to joint capsule Но, конечно, с повреждением капсулы сустава and ligaments. и связок. So she was immobilized temporarily Она на время была иммобилизирована and recovered remarkably quickly. и очень быстро поправилась. But when we started to look at her foot type and gait function, Но когда мы стали разбираться с ее стопой и ходьбой, there were really some underlying factors оказалось, что были факторы, предрасполагавшие that independent of the accident и к самой травме, и даже независимо от произошедшей травмы, от повреждения, really predisposed her to ankle injuries можно было сказать, что у нее были предрасположенности к травмированию сустава and instability. и были предрасположенности к нестабильности. As she had had a number of ankle sprains previously. Надо сказать, что она до этого повреждала связки голеностопного сустава. But when we look here at her foot type and her ankle range, Значит, если посмотреть на тип стопы и диапазон подвижности в голеностопном суставе, в комплексе голеностопного сустава, and just the visual appearance of her very hypertrophied calf muscles, во-первых, надо сказать, что даже визуально сразу можно было отметить гипертрофию мышц голени. and of course her gait pattern was very revealing too. Ну и паттерн ходьбы тоже был весьма ярко говорящим о ее состоянии. So she was a very strong-looking girl, but her heels hardly touched the ground. То есть она выглядела такой очень крепкой, хотя при ходьбе пятки едва касались опоры. Okay. So, and then when we look at a clinical test, the weight-bearing lunge А test, когда мы стали выполнять еще клинический тест выпада, which should be at least 30 degrees, движение в суставе должно быть хотя бы 30 градусов. she was functioning with about half of that, and that У was нее both объем движения sides. составлял, наверное, половину того, что можно было бы ожидать в норме. Okay. On top of that, her foot type А плюс ко всему этому, с точки зрения типа стопы, was a varus rear foot у нее, значит, задний отдел стопы варусный with a plantar-flexed first ray. и подошвенная флексия первого луча. So we've got a difficult structure and one that tends to destabilize laterally. То есть на самом деле весьма сложно устроенная структура с предпосылками к коллатеральной дестабилизации тарана. And we've got a past history of ankle Более injuries, того, в анамнезе уже были травмы связок, and now we've got an acute а episode, теперь еще дополнительный острый эпизод. clearly sport and accident related. То есть эпизод, понятно, связанный с непосредственным участием в спортивной активности. This is the X-ray report which you can Ну, а read это too. можете прочесть сами, это то, что было выявлено на рентгене. Now, importantly, she was unable to weight bear at the time of imaging. Конечно, в тот момент, когда делались исследования, она не могла переносить весовую нагрузку на ногу. Now, that really should increase your suspicion of a fracture. А если пациент не выносит весовой нагрузки, значит, подозрение перелома должно быть серьезным. Okay, and it's one of the indications to actually continue with imaging. И на самом деле неспособность переносить весовую нагрузку является показателем того, что пациент должен быть направлен на инструментальное исследование. And there were actually some little fractures on the lateral aspect of the navicular. Ну, кстати, по латеральной поверхности ладевидной кости были признаки собственных переломов. With closer scrutiny, but the talar dome was intact. Купол тарана, к счастью, был целый. Ну, то есть были повреждения, признаки повреждения самой таранной кости с сохранением целостности купола тарана. This little model here, the TIP, the tip, Вот эта небольшая модель, аббревиатурно TIP, TIP, is an acronym for Think in Planes. акроним фразы «мыслите плоскостями». Because whilst the forward movement of the ankle is in the sagittal plane, При том, что движение вперед происходит в сагитальной плоскости,
we know that simultaneously Мы прекрасно знаем, что одновременно there is movement in the other two planes. есть еще движение и в двух других плоскостях. So that's being a triplane joint. То есть фактически это трехплоскостной сустав, поэтому одноплоскостным в нем движение не может быть никак. So if from our examination Ну и на основе нашего обследования we can identify the factors that are most pertinent to each мы plane, идентифицируем те факторы, которые наиболее вероятны в каждой плоскости. then we can plan our И только тогда, собрав эту информацию, gait programs and rehabilitation. можно планировать программы, направленные на восстановление ходьбы, And ну и восстановление функции сустава. we'll talk about that approach a bit more in the workshop on Поподробнее об этом Sunday. подходе мы будем говорить с вами в воскресенье на мастер-классе. Okay, so it's Итак, all right. So two from the bottom now. это теперь второй снизу Okay, so we'll talk now about раздел. the evidence for managing Давайте поговорим о наличии доказательной базы. ankle injuries, and there is a lot of literature about Литературы о ankles, травмах голеностопного сустава много. which probably isn't a surprise to you because the ankle is a very common На injury самом деле удивляться этому нечего, потому что голеностопный сустав травмируется часто and really does have lots of long-term consequences. и на самом деле создает предпосылки к очень длительным и стойким последствиям. Now that slide, if I put that up for my students in Australia, Если я в Австралии этот слайд помещу в свою презентацию для студентов, you would hear, "Oh no!" сразу услышишь: «Ой, только не это». Okay. The reason it is a complex slide, На самом деле слайд сложный. but what I again want to return to Но к чему мне хотелось бы вернуться, на что хотелось бы обратить ваше внимание? is what I started talking about this morning about best science Помните, я утром говорила, используя такие слова: «лучшая наука», that provides us with evidence for которая дает practice. действительно доказательную базу. So remember at the top here the systematic reviews, То есть вот здесь сверху систематические обзоры, the ones that the Cochrane Library те, с которыми можно познакомиться в Кохрановой библиотеке. these provide us with best evidence for То есть practice. вот тут как раз те самые доказательства, та самая база, которую можно использовать в своей практике. Now, systematic reviews, as you know, are made up of series of randomized controlled trials. А the level систематические 2. обзоры, как вы знаете, составляются из рандомизированных исследований. So we really want to make sure that when we're reading literature, То есть на самом деле нам нужно абсолютно четко понимать, что когда мы знакомимся с литературными источниками, с литературными данными, to help manage our patients, для того, чтобы успешнее работать со своими пациентами, that we pay most attention to the strong literature мы должны and обращать research, внимание на ту литературу, которая несет в себе обоснованные доказательства, and less attention to the lower. и меньше внимания уделять тем исследованиям, которые, по сути, не несут в себе значимой для нас информации. Okay. When we don't have this strong literature, we Когда have нет, to look at this. когда нет сильной доказательной базы, конечно, приходится знакомиться с тем, что есть. Okay. So in terms of ankle С injuries, точки зрения травм голеностопного сустава, so in terms of ankle injuries, we'll see that the best evidence we have here та самая наилучшая доказательная база, которая у нас вот здесь, actually comes from the results of 35 individual studies, построена на изучении 35 отдельных случаев. okay, and in 2,700 cases combined. Ну, 35 исследований, 700. 2700, то 2,700. есть фактически 35 исследований на основе 2700 изученных травм. And the main findings Основные результаты are written over here for you. записаны вот здесь для вас. And basically, the main findings were that with ankle injuries, На самом деле, с точки зрения основного при травмах голеностопного сустава, the predictive associations то есть когда мы говорим о предсказуемых, о предиктивных ассоциациях, were problems with multi-directional balance следует говорить о проблемах многонаправленного баланса, равновесия. and also particularly in young males И особенно следует иметь в виду молодых мужчин with reduced physical maturation. с недостаточной физической зрелостью. So this really shows, and I think it's third line down, Мне кажется, это в третьей строчке отражено.
that boys less than 14 years Мальчики в возрасте моложе 14 лет are more likely to have ankle injuries более подвержены травмам голеностопного сустава, than same-age girls or older boys. чем мальчики более старшего возраста или девочки той же возрастной группы, что и мальчики, не достигшие 14 лет. We also know that neuromuscular training, Мы точно также знаем, что нейромышечные тренировки, so involving balance то есть с участием упражнений на равновесие, and changing direction techniques as part of training, с использованием техник, которые подразумевают изменение направления движения во время тренировки, appears to be really quite effective in reducing ankle injuries. чрезвычайно эффективные в снижении риска травм голеностопного сустава. At least in the shorter term. Ну, по крайней мере, краткосрочно, в краткосрочной перспективе. The other thing is that with ankle injuries, Значит, еще о травмах голеностопного сустава. getting back to early function as part of rehabilitation В качестве реабилитации мы должны рассматривать достаточно раннее возвращение к активности, was shown to give much better longer-term results потому что в таком случае мы получаем гораздо более хорошие долгосрочные результаты than immobilization. по сравнению с случаями, когда используется иммобилизация. Now, obviously, that depends on the extent and level of the Конечно, injury. очень многое зависит от степени повреждения. So the main message really in Итак, terms основное послание from all the combination of all the really good quality science на основе всех тех собранных данных, которые мы получаем от хорошей науки, is that with ankle injuries it's rehabilitate состоит в том, что при травмах голеностопного сустава надо проводить реабилитацию. and continue to rehabilitate with focus on balance and neuromotor То есть training. реабилитировать, и не просто реабилитировать, а проводить реабилитационные мероприятия с акцентом на нейромышечное восстановление. Now, I won't give you too much detail here because we'll be looking at it for those of you who I see on Я не буду Sunday. сейчас нагружать вас деталями, потому что детали мы будем рассматривать на дальнейшем нашем занятии в воскресенье. But some of the neuromotor training involves quite simple home-based. Но должна вам сказать, что вот эта нейродвигательная тренировка включает достаточно простые процедуры, которые легко выполняются в домашних условиях. So things like running in figure eights, Ну, например, бег восьмеркой, doing sideways hops, прыжки в сторону. and also what's called the star balance test. И использование звезды, этот вот звездный баланс, звездное упражнение. And to give you just a quick demonstration, it's where Быстренько покажу. someone stands on one leg Встали на одну ногу, and then reaches forward, потом потянулись вперед к вершине звезды, reaches forward, yeah, and then reaches posteriorly потом to назад вправо. the opposite side, and then most important, posteriorly Важнее to всего в этом случае назад влево. that side, okay? And you measure the distance of the reach in each И direction. каждый раз замеряете, насколько далеко выставляется нога в том или ином движении. And it should be at least 80% of leg length. Как минимум 80% длины конечности должно наблюдаться в этом тесте, ну или в этом упражнении. Ну, кажется, расстояние, на которое человек сумел дотянуться ногой, должно равняться хотя бы 80% длины конечности. So you can see that some of the tests we use, То есть вы уже, наверное, обратили внимание на то, что некоторые используемые нами тесты, as is always the case, become some of the как зачастую и бывает, rehabilitation превращаются в exercises. элементы реабилитации. Okay. That's a very busy slide. Wow. Вот такой нагруженный информацией слайд. It's a very busy slide. But it is important to make sure that we use best Но available очень важно, evidence еще раз подчеркну, использовать ту базу, которая действительно является доказательной, rather than believing а не something просто верить в то, что кто-то написал. just because it's published. Просто потому, что кто-то написал, да еще опубликовал. Okay. So moving on then, Ну и пойдем дальше. in terms of imaging ankles, there are some really good С guidelines. точки зрения использования инструментальных методов исследования голеностопного сустава есть очень хорошие, так сказать, указания к действию. Called the Ottawa Ankle Rules.
Значит, это правило обследования голеностопного сустава Оттавы. And so that when someone injures their ankle, we only are going to image if we suspect a fracture. Значит, направляем пациента с травмой голеностопного сустава на инструментальное исследование только в том случае, если подозреваем перелом. And there are two specific indications that Есть help два to guide us. специфических индикатора, которые позволяют определиться в этой тактике поведения. And that is if there's palpable tenderness Значит, есть ли болезненность при пальпации, at the distal pole of either the lateral or medial malleolus, либо, то есть в области дистального полюса медиальной или латеральной лодыжки, or if the injured person can't weight bear, невозможность нести весовую нагрузку на поврежденной ноге, or take 3 or 4 steps at the time of imaging, ну или, так сказать, если там, человек at the time of examination, sorry. не может, кажется, даже сделать там 3-4 шагов в момент обследования. So either of those things, the inability to weight bear or То есть tender, фактически неспособность переносить весовую нагрузку и пальпаторная болезненность or that tenderness of the malleoli, порознь или вместе if you have those, then it's a good idea to get an X-ray. могут навести на мысль о необходимости дальнейшего инструментального исследования. But otherwise, use your anatomical knowledge А во всех остальных случаях полагайтесь на свое знание анатомии and palpate carefully. и тщательно пальпируйте. And in many cases, you'll find that the origin of the injury is soft tissue. И вот тогда в большинстве случаев будете знать, что источником боли являются повреждения мягких тканей. Now, that's guiding you for X-rays. Ну, а, знаешь, это когда следует идти на рентген. Okay. We can, of course, image more extensively. Конечно, исследования могут быть и более экстенсивными, то есть более обширными. I think I'm missing a slide. Yeah. Does that say MR? These are recommendations What to does- use Does that say MR, magnetic resonance? Or is that yeah, ultrasound? ultrasound. This is an ultrasound. Ultrasound is okay. There's one slide missing, so Значит, that's одного слайда не хватает, но бог с Okay. ним, без картинки. magnetic resonance imaging, as you know, Знаешь, в МРТ, магнитно-ядерный резонанс, reveals all aspects of all structures, по сути, позволяет увидеть все структуры. but it's a lot more expensive Но МРТ намного дороже. and really should only be ordered if pain is ongoing И назначать следует только в тех случаях, когда боль совсем никак не проходит. or if we're suspicious of a tear Или в том случае, если мы подразумеваем разрыв, предполагаем разрыв, and we want to know whether it's complete or partial, а нам нужно понять, каким этот разрыв является, частичным или полным. or if the pain is really out of proportion despite Ну the или, конечно, treatment. такое исследование назначается тогда, когда боль непропорциональна предполагаемой степени повреждения. So symptoms are getting worse and function is not improving. Если функция не улучшается, а симптомы усугубляются, So that's when we want more detailed imaging. вот тогда нам, конечно, хочется более детального инструментального исследования. Now, in some ways, ultrasound can do a similar thing to На самом деле, MRI, порой МРТ может быть подменено ультразвуком. Не всегда, но иногда. particularly the newer equipment is very discriminating. Причем надо сказать, что хорошую дискриминацию дает современное новое оборудование. But ultrasound really does require a very experienced operator. Но качество ультразвукового исследования очень и очень зависит от качества исследователя. То есть опыт тут играет чуть ли не ведущую роль. It's a lot less expensive Конечно, исследование гораздо менее дорогое, than MR, намного дешевле, чем МРТ. and it enables really good dynamic И более того, examination. позволяет проводить обследование в динамике. And for the ankle, that's fantastic to be able to move as you image. А уж с точки зрения голеностопного сустава это вообще замечательно. But you really need someone who's very, Но тут нужен действительно толковый very исследователь, competent. очень Yeah. компетентный. yeah, okay. Oh, This is MRI. this one now? No, before that was about MRI. Oh, done So that. ultrasound came first, Yeah. Oh, I did it? and then MRI. Okay, Yeah. okay. We'll stay with this now. So as you can see here, and I'm sure you realise that if we grade things and ankle sprains in terms of Уверена, что вы понимаете, что если ранжировать this is повреждения,
I'm glad you're all taking photos of this because it's a useful clinical guide for you. Вообще замечательно, что вы все бросили сейчас фотографировать этот слайд, потому что он как раз очень хорошо помогает идти верным путем в диагностике. So we tend to grade ankle sprains according to the То есть мы действительно ранжируем степени повреждения связок голеностопного сустава. So we grade them according to the signs and symptoms, Ранжирование производится в соответствии с симптомами и признаками. which basically is a good indicator of the underlying damage. И на самом деле таким образом несложно представить, каким является лежащее в основе повреждение. So grade 1, no Итак, tear. первая степень без разрыва, Grade 2, a partial tear. вторая степень частичный разрыв, And grade 3 is complete третья tear. полный разрыв. Okay, so function is lost accordingly. Ну и, соответственно, утрачивается функция в том или ином виде. Minimal, moderate and severe. Минимально, умеренно и сильно. The important thing is that the long-term consequences Важно, что есть еще и отсроченные, долгосрочные последствия. are usually minimal for the grade 1s, Они обычно минимальные при первой степени повреждения. should be minimal for the grade 2, Они должны быть минимальны при повреждении второй степени, as long as they're well managed если пациент правильно ведется and специалистом. and really important part of managing grade 2 И на самом деле очень важная часть менеджмента пациента при второй степени повреждения is not to let them get back to sport too quickly. состоит в том, чтобы не дать человеку вернуться к спортивным занятиям слишком рано. This is a group that needs really 4 to 6 weeks of good То есть эта neuromotor группа должна training. действительно на протяжении 4-6 месяцев очень хорошо проходить нейромышечную реабилитацию. So we really need to look at their strength and balance. Поэтому in тут надо particular. тренировать, восстанавливать силу, восстанавливать баланс. Yeah. Без этого никуда. To a certain extent, the grade 3s, the damage is done. При повреждении третьей степени все уже случилось. So they usually have difficulty in weight bearing, and they go on often to have chronic В этом ankle. случае, конечно, нарушена возможность вынесения весовой нагрузки, и, как правило, после таких повреждений риск повторных травм сохраняется. So this is the one that often has chronic ankle instability. То есть в этом случае возникает, как правило, хроническая нестабильность голеностопного сустава. And sometimes we really need to counsel these people to actually think of changing their chosen sport. И иногда таким пациентам даже следует рекомендовать пересмотреть тот вид спорта, которым они занимаются, порекомендовать им что-то другое. Like away from something like netball. Ну, допустим, в нетбол такому пациенту играть уже не рекомендуется. Okay. I've got to be quick now. I will Ну, а just, теперь быстро, потому что время вышло. just quickly go through to the young ankles. Ну, а Sorry, теперь давайте про молодые голеностопы. really hard to estimate with translation, isn't it? The timing. Sorry. No. It's so we're going to talk just for a couple of minutes Пару минут дадите? about young ankles, but we can talk more about this in the workshops. So Не тревожьтесь, что мы сейчас галопом по Европам, потому что на мастер-классе у нас будет время, мы обо всем этом поговорим подробнее. you're not going to miss out. Вы ничего не пропустите. Okay. So again, best evidence, systematic review. Тоже, значит, обращаемся к наилучшим данным научных исследований, берем систематические обзоры. Okay. So this is young people following ankle sprain. Смотрите, речь, как правило, идет о молодых людях, у которых было растяжение связок сустава. And this is in children. Причем, смотрите, мы говорим о детях. About a third have chronic instability. У третьих хроническая нестабильность. Okay, so at every age, ankle injuries Видите, в каждом возрасте травмы голеностопного сустава need to be taken quite seriously. должны приниматься во внимание со всей серьезностью. Now, unfortunately for your lovely Bolshoi ballet, И, к сожалению, для замечательного балета Большого театра dancers are particularly prone to ankle injuries. у танцоров очень высока склонность к травмам голеностопа. And often have more И instability, у них как раз нестабильность гораздо чаще выявляется. and about half of them have a history of an ankle injury. И примерно у половины из них в анамнезе травмы. If children are overweight, they're more likely to have ankle injuries. Если у ребенка избыточный вес, то травмы голеностопных суставов тоже более вероятны. And more re-injuries. Ну и, конечно, повышается риск повторных травмирований. And the history of a previous ankle sprain in a child less than 10
И если ребенку меньше 10 лет, а у него в анамнезе уже есть травма голеностопного сустава, is really an alert sign for an ongoing problem. знаете, что проблема, скорее всего, будет с завидной периодичностью рецидивировать. And the evidence really points to us to make sure these children are strong, Доказательства, доказательная медицина как раз и свидетельствует о том, что нужно заботиться о таких детях. and whatever we're doing for rehab, it needs to include neuromotor training. То есть мало того, что нужно восстанавливать силу, обязательно должно быть нейродвигательное восстановление, нейродвигательная реабилитация. I think we'll stop there and we can continue the rest in Я the думаю, что workshop на этом я on Sunday. закончу, а в воскресенье у нас с вами будет мастерская, и там мы поговорим обо всем в больших деталях. Анжела, большое спасибо. Thank you very, very much.